Ни для кого не секрет, что за цепью нужно следить, своевременно ее обслуживать, чистить и смазывать. В интернете полно роликов, которые объясняют, как это делать правильно. Но есть один нюанс. Почти все эти ролики об обслуживании сальниковых цепей, где главное внимание уделяется именно сальнику, как его сохранить дольше и как его не вывести из строя раньше времени. Но у меня назрел вопрос, как все-таки обслуживать бессальниковую цепь? Ведь в мире очень много малокубатурных мотоциклов, на которых установлен именно этот вид цепи. Итак, друзья, все мы знаем, что на данный момент в мире используется несколько типов привода для мотоцикла. Это ремень, кардан и, конечно же, самый распространенный вариант – цепь. Покупая мотоцикл, каждый байкер сталкивается с необходимостью обслуживания цепи. Или нет? Так как речь сегодня идет именно о малокубатурных мотоциклах, прежде всего необходимо определиться, какой тип цепи выбрать. Если вы покупаете новый малокубатурный мотоцикл, то, скорее всего, это будет или китаец, или индиец, возможно, кореец. А на нем 100% будет стоять самая дешевая, простая, бессальниковая китайская цепь. Очень часто такие цепи растягиваются, причем растягиваются они неравномерно, что не позволяет их даже по-человечески подтянуть на мотоцикле, и в конечном итоге это приводит к тому, что в самый неподходящий момент такая цепь рвется. К плюсам данной цепи стоит отнести ее низкую стоимость, но эта экономия очень сомнительна. Вторым вариантом является усиленная бессальниковая цепь. Эта цепь уже немного дороже, но ее звенья гораздо толще, и из-за этого сама цепь гораздо более прочная. Она уже не так часто растягивается, и это позволяет ее использовать в более сложных условиях, например, в дальниках. Ну и самый топовый вариант – это, конечно же, сальниковая цепь с малым шагом, типа 428 или 520, которую тоже вполне реально установить на малокубатурный мотоцикл. Безусловно, такая цепь является самой крепкой и самой долговечной, но у нее есть один серьезный недостаток. Эта цепь очень тяжелая. Плюс каждый сальник в звене создает дополнительное сопротивление, поэтому такая цепь может серьезно повлиять на технические характеристики и без того немощного малокубатурного мотоцикла, снизив его динамику и скорость. Как все-таки обслуживать бессальниковую цепь? Ведь в мире очень много малокубатурных мотоциклов, на которых установлен именно этот вид цепи. Итак, вариант номер один. Обслуживать ее точно так же, как сальниковую цепь. Да, это действительно вариант, если у тебя есть деньги. Просто берешь, покупаешь баночку смазки Матюль за $20, покупаешь баночку очистителя цепи Матюль за $20 и очищаешь и смазываешь ими цепь, которая стоит $10. По большому счету, если деньги на это не жалко, можно не париться. И, кстати, для тех ребят, кто действительно не экономит и покупает дорогие смазки для бессальниковых цепей, я дам один небольшой совет. Все дорогие смазки, они, как правило, делятся на два типа. Смазки для эндуро мотоциклов, для бездорожья и смазки для дорожных мотоциклов и для спортбайков. Разница в двух этих смазках в том, что смазка для дорожных мотоциклов и для спортбайков, она гораздо более липкая. Это позволяет ей не слетать с цепи на высоких скоростях. Но у нее есть минус. Из-за того, что она липкая, на нее постоянно цепляется грязь и пыль. Эндуро-смазка, наоборот, не такая липкая, но зато на нее не липнет всякая пыль и грязь. Ваш малокубатурный мотоцикл, какой бы он ни был, такой, как у меня, или чоппер, или под спорт что-то сделано, все равно он никогда в жизни не разгонится до таких скоростей, чтобы с него слетела эндуро-смазка. Соответственно, я рекомендую использовать для обслуживания цепей именно эндуро-смазку, потому что на нее будет меньше оседать пыль и грязь. Вариант номер два. Я что, лох платить такие деньги за химию? Я помою цепь соляркой, а потом смажу ее отработанным маслом из двигателя. На самом деле это рабочий способ, которым пользуются многие владельцы малокубатурных мотоциклов. Причем солярка – это практически лучший вариант для очистки цепи, как сальниковой, так и бессальниковой. Но, друзья мои, бессальниковую цепь вы можете чистить вообще чем угодно. Растворителем, керосином, бензином. Бензином даже, кстати, будет удобнее, но если у вас не дизельный мотоцикл. Потому что в бессальниковой цепи нет сальников, и навредить им химией вы никак не сможете. Поэтому тут можете использовать что угодно, что найдете у себя в гараже. Что касается смазки отработанным моторным маслом, тут все не так однозначно. Да, в какой-то степени моторное масло действительно смажет вашу цепь, но большая его часть слетит сразу же, как только вы поедете на мотоцикле. И как следствие этого засрется маслом байк, экипировка и одежда. Вариант номер три. Цепь за $10 нет смысла обслуживать вообще. И это отчасти правда. Владельцев дорогих сальниковых цепей еще можно понять. Приобретая цепь за $100, ты по-любому будешь думать, как сделать так, чтобы она прослужила свой срок и не умерла раньше времени.
Но что насчет бессальниковых цепей, которые стоят в разы дешевле? Ведь на самом деле, зачем обслуживать расходник, который стоит как баночка хорошей смазки? И я вам скажу, что какое-то время я пробовал делать именно так. Я катался по городу несколько тысяч километров, вообще не смазывая свою цепь. И я вам скажу, что особо ничего не происходит ни с цепью, ни со звездами. Напомню, мы говорим за малокубатурные, немощные мотоциклы. Единственный минус в том, что цепь начинает реально шуметь, и это напрягает. Как видите, единственно правильного и идеального варианта просто нет. Я перепробовал их все. В своих дальних поездках за границу я использовал дорогие смазки и очистители Матюль. Ну так, от греха подальше. И как вы видели в итоговом обзоре моего мотоцикла, меня это не особо спасло, потому что в дальниках на самом деле на первое место выходит не качество смазки, а качество самой цепи. Потом я экспериментировал с отработанным маслом двигателя. Скажу сразу, я всего один раз это сделал, чисто для интереса, но практически сразу этот вариант отбросил, потому что, как и ожидалось, в масле было абсолютно все, кроме самой цепи. Плюс, конечно же, данный вариант мало применим в дальниках. Несколько тысяч километров я откатал по городу, вообще не смазывая цепь, только периодически чистил ее от грязи. И я вам скажу, что особой разницы я не почувствовал. И лично я на данный момент выбрал для себя золотую середину и использую бессальниковую усиленную цепь. Например, сейчас у меня стоит цепь, на которой я катался еще в Греции и катаюсь до сих пор. Она проехала уже около 8000 километров и никаких проблем с ней нет. Это вот такая вот цепь марки SFR, золотая усиленная. Это не реклама, ребят, просто совет, потому что я перепробовал несколько цепей, дабы посмотреть, какая из них лучше всего подойдет для условий, в которых я использую мотоцикл. И именно цепь данного производителя мне понравилась больше всего. Я пришел к тому, что покупаю самую бюджетную смазку и самый бюджетный очиститель цепи в ближайшем строительном супермаркете типа Эпицентра. Вот так вот они выглядят, например, стоят там по 90-100 гривен этот баллончик. И по всем канонам раз в 500 километров или после дождя чищу цепь и смазываю ее этой смазкой. Ребят, для бессальниковой цепи это вполне достаточно. И напоследок хочу дать вам несколько советов о том, что точно не нужно делать при обслуживании цепи. Первое. Никогда не смазывайте цепь при включенном двигателе на первой передаче. Это очень опасно и можно остаться без пальцев. Никогда не смазывайте цепь без предварительной очистки, нанося новый слой смазки на старый. Если уж совсем ленивые, лучше наоборот чистить бессальниковую цепь, не смазывая ее. Третий совет. Не мойте мойкой высокого давления цепь вблизи. Конечно, это не так критично, как для сальниковой цепи, но бессальниковая цепь может тупо поржаветь. И совет номер 4. Больше заморачивайтесь не над смазкой цепи, а над ее правильным натяжением. Ведь именно правильное натяжение бессальниковой цепи обеспечивает ее долгую службу. Ну а на этом все, друзья. Надеюсь, вам было полезно это видео. Ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал Extreme Travel. Впереди много интересного. Всем пока!